устали? Вижу тень некрасивую, настройки. Как же болит голова. Да, Где я? Что происходит? именно так Сервилалка, все ты пойми меня правильно, начиналось. пришлось тебя это... И чего же мы достигли? Почти за год выживания, за новичка без доната. Полный разбор аккаунта в этом видео. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем выживание нашего новичка. Вот она, красивая первая серия. 11 месяцев назад, а если точнее, 25 июня был создан этот аккаунт. Вторая серия, третья, в общем, ты всегда можешь посмотреть все выпуски до сейчас. Собираю гараж 3 уровня, это прошлое видео. В плейлисте «Новичок 2024-25». Ну и чего по итогу мы достигли за это время? Давай посмотрим. Значит, вот такую базу я имею. Ну да, база так себе. Солома как была, так и есть. Ха-ха-ха, блин. Почему? А потому что вот, смотри. Вот деревьями вот так огораживаешь, и вообще нафиг тебе ничего не надо. И не возьмут рейдеры, значит, вот все, что будет огорожено деревьями. Также по периметру вот такую красивую штуку, да, расставляешь. И очень важный момент, этого недостаточно просто поставить. Закидываешь сюда алюминиевую руду и копья с модификациями. Желательно, чтобы была синяя, ну и простые какие-нибудь. То есть по рейдам вообще не паримся. Уровень, значит, рейдеров какой? 98 из 200 репутаций. Если ты достигаешь 200 левела, это не значит, что тебе всегда будут идеальные базы давать. Тебе могут такое говно дать с одним ящиком. Но чем выше репутация у рейдеров, тем больше вероятность выпадения хорошей, значит, базы. Поехали дальше. Что еще было, значит, собрано? Мы собрали с тобой чоппер. За это время, ну, так, скинчиков, вот это все говно в бункере Альфа выбивается, включая черепас со слепого охотника. Военный, это привал у дороги, что ли, там где-то падает. Ну и вот такие вот байки, да. Вайпер Рейнбоу, Симбиоз, Левиафан и Снежный Вихрь выкупили, значит, вот здесь. Вкладка Фонд Генезис, Север. Вот он, значит, есть тут скинчик. Скинчиков еще достаточно много, есть что покупать, да. Фармишь эту штуку-дрюку, геном зараженного точнее, и готово. В общем, байк собрали. Вездеход, и теперь он новый, на нем можно кататься. Собрали. Ну и катер, соответственно, собрали, да, за это время. Самое большое достижение — это вездеход. Его собирают и 3, и 4, и 5 лет. И не могут собрать, потому что, ну, это ж долго. Что еще мы сделали важного такого? Мы прошли полностью весь путь выжившего. И именно с этого начиналось наше развитие. И я тебе рекомендую именно так и поступать. Это, грубо говоря, гайд в игре. Проходишь его по главам, все четко вовремя разблокируешь, во-первых, все локации, все вообще в игре Last Day. А если не будешь проходить, определенные вещи будут заблокированы, и ты не сможешь дальше двинуться. Вот. Ну и плюс тут много, да, всяких плюшек тебе будут давать. Значит, вот, включая, допустим, тактический рюкзак, да. В общем, собрали из техники все. Рейды мы открыли на 150 левеле. Естественно, мы за это время достигли с тобой 209 левела. И чё? Открыли все полностью скиллы. Ты 209 и я 209. И вот эти все скиллы у нас с тобой одинаковые. Не будет так, что у тебя чего-то не будет. Они четко рассчитаны на 209 левелов, да? Все активки, все пассивки. Все просто. Что еще такого важного произошло? Ну, естественно, верстаки полностью дома у нас все отстроено. Давай еще раз покажу тебе базу. Вначале по плюсам, потом по минусам, чего мы не достигли. Ну, как бы есть главное хранилище, повторюсь, вообще не переживай, рейдеры ничего не сделают. Оставляй ящики по периметру и готово. Конечно, поучаствовали за это время во многих всяких уникальных событиях. Вот такая у нас ерунда есть. И еще какая-нибудь другая там, да. Самое важное из всех верстаков, что мы сделали. Это ремонтный верстак.
И это великолепно. Могу тебе посоветовать только одно. Как можно быстрее тебе нужно забрать его. Когда ты его заберешь, жизнь изменится. Геймплей изменится. Станет намного легче выживать. Естественно, мы разблокировали абсолютно всю карту. Самое ценное из верстаков, что мы сделали, это оно. Стол модификации дрона. Очень сложная штука. И даже успели собрать пару модов, да? Или одну конкретно, вот эту. Ну да, и это первый минус в нашем аккаунте. Мы не достигли с тобой топ-дрона. Для топ-дрона, повторюсь, нужна либо бум-палка, либо диверсант. Без вариантов. Нужны, значит, здесь ничего не меняем. Бронебойные патроны и зажигательные. Я минимум сейчас, да, тебе перечисляю. Чтобы ты мог зимний регион фигачить зомби с зимней броней. Ну и бронированные пули прошибают вообще всех на свете, даже боссов, потому что многие боссы бронированные. Ну и какая-нибудь батарея. Вот эта батарея, несмотря на то, что она там как-то по показателям вроде как чего-то там хуже. Короче, это самая крутая батарея. Вот это большая батарея. Ну и все. Это первый минус, чего мы не достигли. Топ-дрона. Второй минус. Их всего 3, в принципе. Верный друг, конечно же. У нас его просто тупо нету. А можно сделать такого верного друга. Вот с этим скиллом боец. Так. И надо, чтобы еще верным другом она стала. Вот сюда, значит, вот сюда. Собакины на повышение урона. Сейчас покажу, какие. У меня нету. В общем, собака плюс 5 урона, да? Вот сюда. Раз, два, три. Это 15 урона. Боец максимальный 300%. У твоей собаки 5. И еще вот эта штука, короче, 15. Итого уже 30. И надеваешь ошейник, и все, и капец. И он Бэтмен. Вот. Есть другие верные друзья, за это время были добавлены, да. Вон, жнец спор, к примеру. Повышает эффективность антиспоровой маски. То есть верный друг, ему одеваешь маску и вообще будут разлетаться антиспоровые кожееды. Вот этот песель, да, с атакой в 50 тоже будет хорошо разрывать там. Поэтому вот так вот. Ну, либо с атакой в 30, но в антиспоровой маске. Вот топ Собакин. Его мы не вывели. Вообще верного друга у нас нету. Ну и третий фантастический минус. Мы не сделали с тобой вот эту красавицу СВД в топ-сборочке. Это, грубо говоря, самый мощный огнестрел в игре по урону в секунду, да, скажем так. То есть она выдает криты там на 350, на 400. Это реально очень крутая штука. Коротко, как, где доставать ее и модификации. Первое, самое важное и необходимое, надо проходить каждый сезон до конца почти, да. Вот тебе будут давать СВДшку одну и схему для СВД. Если с донатом будет больше СВДшек, 2 или 3, не помню точно. Дополнительные моды доставать где? Правильно, целая СВД, не разваленная вот такая, целая. Вот сюда. И что, у меня есть подробный гайд, где доставать эти модификации. Всегда можешь посмотреть на канале. Так, пойдем дальше. Пойдем. Что по модификациям? Мы собрали очень много модов. Больше тебе скажу. Мы собрали почти все. Нам осталось только на Глок. Вот такую хорошую моду, да, закрытый коллиматор выбить. И на мясницкий нож. Вот этот вот тактический нож мясника. Все остальное топ собрали за это время. Че по запасам? Всегда все в дело пускаю, ничего не складирую. Но при этом у нас безлимитное лечение. Его реально, очень много. Более чем. У нас очень много брони. Никакой проблемы с броней нету. Вообще, всякое разное. С огнестрелом, повторюсь, когда надо, мы идем и достаем его. Оно всегда в деле, да. Я его вкладываю всегда в последующие, значит, штуки-дрюки.
Ну, за время развития был куплен экстрактор титана. Это достаточно круто, да, из уникальных таких штук. Соответственно, котейки. И у нас они есть, и у нас их немало. Это пассивный такой доход, прям великолепно. Ну вот, пельмень, смотри, ёб какой. Ну вот, да? Я хочу, если мне 100% реаниматор за сутки притащат. Или дубы, или титановую руду. Блин, ну короче, это сильно. Вот. Пельмешку заряжаем. Да, это всего 10 семечек. И чё? Я за ними не пойду, я ничего вообще делать не буду. Они сами... Пельмень мне сам принесет. Через один день 10, а это 20 морковки. Да? То есть, ну блин, ну это прикольно. То есть я тебе сейчас вот коротко просто, да, выжимку такую показываю. Короче, это круто. Чего еще мы достигли? Очень много всяких пластинок открыли. Вот таких эффектов, да, была куплена медиастанция. В общем, по мелочи, очень много всего было сделано на аккаунте. Всякие хранилища вот такие уникальные, не хранилища, да. Но самое главное я тебе показал. Все остальное, соответственно, было построено полностью, все. За исключением разве что вот там ванна с цветами, туалет деревенский. Ну что, это декор. Не поставили мы также с тобой пресс и лабораторию. Они по-хорошему и не всрались, если честно. Пресс прессует там материалы, короче, что попало, вот честное слово. Вот разве что лаборатория, да, она прикольная. Сейчас покажу, что в ней такого создается. Давай ее вот сюда воткнем. Она прикольная, но это для топов из топов, да? Почему? За обоссанные 5 проводов ты медный слиток отдашь. Но тут важно то, что у тебя появляется возможность заниматься такой жестью. Грубо говоря, я возьму и сделаю полетный контроллер. Со временем у тебя копится вот этого говна, как говна. Вот это самое сложное, да, титан и электроника. И даже они копятся. Причем титан вообще на пассиве. Ты понимаешь, что? И что? Я беру и делаю полетные контроллеры. Они еще нужны, конечно. Сборка модификаций. Вон, посмотри, оживитель. 12 полетных контроллеров. Это грязь вообще. Но вот эта мода одна из самых дерзких вообще в игре. Просто дикость, блин. 30 катушек. Почему? Ну, однако 20 полетных контроллеров. Ну, ты понял, да? Через лабу будем их создавать. В общем, с домашней локацией все понятно. Самое важное я все перечислил. Да, за это время, конечно, кислотная ванна у нас исчезла, но появилась прикольная циркулярная пила. Плюсов больше, чем минусов, да? Почему? А просто посмотри весь плейлист этого новичка и поймешь почему. Также за это время было отстроено у нас поселение. Насколько? Вот недавно только, да, мы достигли максимума. Ну, практически. Казармы, 3 уровень. Командный центр, 3 уровень. Гараж, вот недавно 3 уровень. Осталось лишь прокачать минивенчик, да, на, значит, 11 левелов и будет топ. Короче, все 3 уровня. Само поселение. Открыли мы, значит, 4 уровень у всех верстаков. То есть я могу создавать что угодно. Да, у нас лишь одна комната пока соответствует, и мы по лайфхаку телепортируем. Важно другое. Важно, что мы создаем в поселении абсолютно все, включая роторы и катушки. В общем, поселение достигло топа. Лучше не скажешь. Я делаю медную проволоку. Вот это, все есть в плейлисте. Мы с тобой задание финальное, значит, вот этого пути выжившего сделали, да? Этот компаньон. 3 вышки активировать на глобальной карте надо было. Побежали на глобалку. Финальное задание. Повторюсь, вот этот восклицательный знак нажимаешь, да? Сверху. Ничего, и вот тут будет полезный компаньон. Тебе надо будет вот эту вышку активировать, вот эту вышку и вот эту. И в этой вышке тебе еще надо будет починить. И арматура потребуется, короче. Вот. А арматура это тебе не просто так. Ее, конечно, можно вот здесь в транспортном хабе выбить. Но это капец.
Что на глобальной карте такого восхитительного мы за это время достигли? Мы разблокировали всю полностью игру. Полностью. Все. Самое сложное финальное это, соответственно, болото. А нет, не болото. Гораздо сложнее в транспортном хабе починить погрузчик. И мы это сделали. Мы его починили. Соответственно, ящик Генезис теперь лутаем. В котором ротторы, катушки и, самое важное, модификации для дрона. В бункере Альфа пока бежим. Все разблокировали. Соответственно, инженер, все, бесконечно дискеты там фармим. В ПУ все построили. В бункере Браво мы сделали с тобой терминалы самые нужные. И теперь, когда события запускают, блин, ну это капец, мы рвем просто Браво. В порту очень много тоже достигли доставок. Чуть-чуть не очень мы дошли с тобой по прокачке лаборатории. Это 4-й минус. Ну, он такой маленький. Ну, то есть прокачка репутации, да? В лаборатории, ой-ой-ой. У нас там 9-й, 8-й левел, а их 50+. Ну и вообще их бесконечно. Но на 50-м дают еще награды. По итогу мы открыли всю игру. Весь контент. Все двери открыты. Бегаем, фармим и доделаем финальные 3, значит, косяка основных, которых нету. Верный друг топошный. Это раз. СВДшечка топошная. Это 2. И, соответственно, прокачка дрона топ. Это 3. Вот погрузчик собран, да. То есть все, без проблем. Зачищаем по откату транспортный хаб. И будут нам и ресурсы для сборки модификаций. Несложно. Потому что в этом ящике будут давать самые тяжелые. И, соответственно, сами модификации. Что еще осталось здесь сделать? Еще дополнительные всякие мелочи. Терминалы ненужные собирать в бункере Браво. В лаборатории Генезис, да, без Б, там прокачки еще ёлы-палы. Это самый большой пласт такой игровой. Но, повторюсь, это не обязательно, потому что ничего там такого уникального. Ну, стиль одежды, Сигма там, да. Еще также, конечно, вот это безобразие. Ёп, выкупать тут еще можно год играть, а то и выше. Верный друг. К нему нужна собачья разгрузка обязательно. И он прям вообще... Ну и вот это вот 20 атаки, как я тебе говорил. Есть еще вот такая маска фантастическая. В общем, самый большой пласт вообще это фарм генома зараженного. Тут еще очень много есть чего выкупать. Скинчики, не скинчики. И в результате твоя игра будет комфортнее, аккаунт круче, уникальней. И все такое. Но вот это реально очень долго. Добавь сюда еще прокачку верного друга, выбивание этого топа. Добавь сюда СВДшечку и дрона. И ее еще можно выживать года 2 и обсеришься. Потому что это самый сложный контент. Реально. И мы продолжим выживать, если тебе нравится. Новички. Новичок. Ну а с тобой был Харди. И вот такой обзор аккаунта. Не показал почту. А что там ее показывать? Ну, есть у нас на почте, да, уже накопление. В поселении, соответственно, 1000 клеев и всякого такого. Ну, как бы, да, есть кое-что есть. Не пусто. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Наш новичок. Не забудь поддержать своим лайком. Ну и, конечно, делись в комментарии. Что больше всего нравится в новичке? Хочешь ли ты нового новичка или продолжать этого? Обо всем пиши. Не забывай, подписывайся на наш канал. Видосы все так и выходят каждый день. А еще у нас есть Telegram. Ну а если у тебя не работает, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, сливы обновлений. Скучно точно не будет и никогда ничего не пропустишь. Увидимся в следующей серии. Блин, нормально, да, так скоплено. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами.